Всем привет! Вы на канале Арсен в теме. Мои дорогие, хочу с вами поделиться одним доступным, приятным и очень вкусным рецептом. Рецепт невероятно вкусный, надо повторять по-любому. Из ингредиентов у меня на столе ничего такого нету, чего вы не можете себе позволить. Я купил 1,5 килограмма свинины, у меня есть подсолнечное масло, у меня есть некоторые травы, о которых я буду дальше говорить, соль, паприка, перец. Я думаю, у каждого найдется дома. Томатная паста, лук репчатый и кинза. Все, больше ничего для этого не надо. Какие-то там динозавры я готовить не буду, потому что я буду готовить для вас всегда рецепты, которые вы можете просто и быстро повторить. Поехали! Мои хорошие, по традиции, если вы досмотрите этот видеоролик до конца, вы поймете, какой же секретный ингредиент мы добавим в наше блюдо. Напомню, данный секретный ингредиент для этого блюда является обязательным. Друзья, если вы не подписаны еще на мой канал, сделайте это прямо сейчас. Да, и не забудьте включить колокольчик, чтобы быть в курсе последующих моих вкусных рецептов. Рассказываю про ингредиенты. Я взял свиное мясо 1,5 килограмма с хорошими жировыми прослойками. Сверху с небольшим жирком. Это мясо у меня уже проверенное. Здесь, напомню, 1,5 килограмма. Подсолнечное масло. Заморские травы, которые со свининой однозначно на «ты», это чабрец и базилик. Черный молотый перец, паприка и морская соль. Томатная паста. Небольшое отступление, не в качестве рекламы. Я вам советую брать томатную пасту однозначно вот этой фирмы. Это главпродукт. Эта фирма производит одну из самых лучших томатных паст, что есть сегодня на российском рынке. Мною лично проверено, однозначно, можете не сомневаться. Понадобится столовая ложка муки, небольшой пучок свежей кинзы, 2 луковицы. Перейдем к готовке. Мясо разделываем на пласты. Пласты должны быть не толще 5-7 мм, чтобы в последующем хорошенько мы могли их отбить и превратить в мясные рулеты. Итак, режем мясо. Смотрите, вот примерно так. Мясо все уже я на слайсы превратил, то есть вот получились у меня такие вот пласты. Что делаем дальше? Смотрите, положили на доску, прикрыли аккуратненько пищевой пленкой, молоточком, немножко отбиваем. Итак, после того, как мы отбиваем мясо, все это раскладываем по нашей форме для запекания. Но туда выливаю я подсолнечное масло, а потом все это на подсолнечное масло выкладываю. И выкладываю я следующим образом. Беру те края, которые, видите, потрошенные есть края и так далее. Вот таким вот образом просто беру. И мы не солим. Смотрите, не надо солить, ничего делать не надо. Просто вот так вот раскладывайте и все. Мясо в форме. Надеюсь, все я досконально и открыто все объясняю. Все, еще раз. Вообще не солим, ребят. Вот так вот их превращаем в рулеты. Смотрите, один важный момент. Жировая прослойка должна быть сверху, чтобы жир протекал сверху вниз. На куски не смотрите, большие, маленькие, они, и, соответственно, мясо так не бывает, что все стандартные куски. Вот так вот.
Итак, дорогие мои, уже рулеты сформированы и уложены в форму. Я перехожу уже к томатному заливному. Но прежде чем перейти к томатному заливному, я включаю духовку на 200 градусов. Пусть разогревается. Итак, друзья, духовку я уже включил. Давайте потихонечку перейдем к соусу. Лук разделяю на такие части, чтобы удобно было блендером взбивать. Все это будем блендером взбивать, то есть ничего здесь не должно быть как бы руками нарезано, нашинковано. Это в принципе здесь даже и не требуется, потому что нам однородная масса требуется. Потихонечку все подготовим и уже дальше перейдем к заливке. Все. Кинзу я немножко оставлю, чтобы в конце украсили наше блюдо. А так, в основном все отправляю также в блендер. Друзья, кстати, это блюдо я уже пробую второй раз, и у меня отлично получается. Это очень хорошее блюдо. Смотрите, чабрец и базилик обязательно надо немножко вот так вот руками, вот так вот типа измельчать. В блендере, конечно, это в кашу превратится, но в любом случае сюда же отправляем, ну уже скорее всего давайте не сюда, а вот в эту чашу, потому что будет удобно, комфортно, чтобы все в одну кашу сбивалось. Опа, и у нас вот так вот. Друзья, у меня на канале есть много разных интересных роликов. Пролистайте, заходите в гости, смотрите. Буду рад, если вы оцените мое творчество. Я еще раз скажу вам, если вы меня не знаете, с вами не знакомы еще. Я не профессиональный повар, я просто готовлю для души, для дома, для себя, для своей семьи. Просто любим кушать. Мои дорогие, хочу поблагодарить вас, что вы досмотрели этот видеоролик уже до этого момента. Потому что сейчас вы узнаете, какой секретный ингредиент я буду добавлять в наше блюдо. Это сушеный майоран. Майоран — это отличная тоже приправка. Она известна во всем мире и подходит очень к жирному мясу. Я сюда добавлю пол чайной ложки, не больше. Взбиваем это все в блендере. Прям превращает в хорошую кашу. Нам именно это и нужно. Еще немножко, и будет все окей. И добавляем туда же сейчас. Друзья, сейчас я добавляю сюда томатную пасту. Но кроме томатной пасты сюда нужно добавлять еще немного воды, чтобы было достаточно жижи.
Я извиняюсь, что иногда меня не видно в кадре. Это чисто производственные моменты. Не обращайте на это внимания. Ведь наша задача с вами это приготовить вкусно. А я думаю, что вам нужно сконцентрироваться все-таки на готовке. Все, здесь чуть-чуть остался. Томатная паста осталось немного. Особо обращать на это внимание не будем. В конце мы просто водой чуть-чуть разбавим и добавим в блюдо. Вот смотрите, буквально где-то вот грамм 50 миллилитров, вот так вот примерно воды добавляем и взбиваем дальше. Вот про это я и говорил. Вау! Этой смесью мы будем заливать наше мясо. В этом смеси уже есть и соль, и перец, и все что угодно. Все наши ингредиенты здесь. Итак, друзья, смотрите, что мы дальше делаем. Для того, чтобы у нас немножко все более-менее жижа получилась. Мы сюда будем добавлять еще воды, потому что вода должна его еще немного жиже сделать. Все, эта чаша нам больше не нужна. Сейчас мы добавим сюда муку, мы добавим сюда остаток томатной пасты, и это все зальем мясо этим. Давайте сразу разбавлю именно в этой баночке, чтобы ополоснуть банку. Смотрите, вот так вот. Оп. И банка чистая, и все счастливы. Смотрите, вот эта вот жидкость уже более похожа на ту смесь, которая нам нужна. Тем временем там уже разогрелась духовка. Сейчас буквально через несколько минут, друзья, обязательно мы поставим духовку. Видите, насколько жидко получилось? Вот это вот как раз очень классно. Сейчас смотрите, ребят, добавляю сюда еще 1 столовую ложку муки без горсти. Но это я уже буду взбивать вот таким венчиком. Смесь наша готова. Смотрите, добавляю это все уже потихонечку, не торопясь, аккуратненько, чтобы все мясо буквально пропитывалось смесью. Вот так вот добавляю, заполняя как бы все щели. Вот так вот. Здесь, кстати, я еще раз повторюсь, все ингредиенты я напишу в описании. Заходите туда, смотрите.
Прикидывайте, сколько у вас мяса, сколько соуса должно быть. Это уже проверено по количеству. Можете не сомневаться, нормально все будет. Друзья, какой аромат здесь стоит, вы не представляете. Я думаю, что вам это действительно понравится должно, и вы должны это все попробовать. Все практически, я уже все залил. Если у вас вдруг, как и у меня, остался немного соуса, то ничего страшного. Это, в принципе, нормально. Все, схожу за фольгой. Так, смотрите, я фольгой все это аккуратненько закрываю так, чтобы ничего у нас здесь не испарялось. Ну, понятно, что здесь не будет максимально герметично, но нам и не надо, чтобы все это было герметично. Нам надо, чтобы это все тушилось внутри. Но для того, чтобы лишняя влага выходила, обязательно мы прокалываем в нескольких местах, прокалываем зубочисткой. Вот так. В принципе, все. Мы можем уже смело отправить это в нашу духовку. Друзья, все уже, духовка у нас уже разогрелась. Мы отправляем туда наше блюдо. Пусть готовится. Противня здесь нету, я на сетку все это дело. И сейчас, смотрите, я таймер устанавливаю ровно на 1 час. Все, осталось 15 минут. Я просто убрал фольгу, верхний слой. Характерный писк нашей духовки слышно. Достаем.
надо снять пробу обязательно. Это обалденно, обалденно. Если вы не попробуете это блюдо, вы очень многое потеряете в этой жизни. Обязательно пробуйте. Друзья, вместе с этим блюдом я буду делать еще самый настоящий армянский тан из мацони. Мацони готовлю лично я сам. Для того, чтобы получился отменный тан, нужно смешать сыворотку с густой частью и добавить щепотку соли. После всего этого взбивать это все блендером, погруженным. Ребята, то, что в магазине называют тан, это совершенно не так. Там не продают тан, там просто издевательство. Настоящий тан должен быть в меру густым и в меру соленым. Данный кисломолочный продукт придает организму отменное пищеварение. Вот это я могу назвать тан, а все остальное это... Дорогие, если у вас проблемы с пищеварением, это мясо вам в помощь. Это не жареное. Жареное мясо противопоказано тем, у кого есть проблемы с пищеварением. Может, гастриты, язвенные болезни, желудочные болезни какие-то. Это мясо, это самое то, она тушеная, будет усваиваться нормально. А там армянский, который я приготовил, это лекарство для желудочно-кишечного тракта. Не благодарите, пользуйтесь.